Привет, друзья! В работе с пейзажем, да и не только, нам очень важно уметь делать градацию цветов и оттенков в одной заливке. В акварели это делать с одной стороны просто, потому что акварель сама перетекает, а с другой стороны сложно, потому что она сама перетекает. Но если освоить технический механизм того, как делать градацию цвета, ваши работы станут объемнее, глубже, интереснее. Давайте разберем основные приемы. Будем двигаться от более простого к более сложному. Я взяла несколько небольших листочков образцов, и для того, чтобы нам выполнить переход цвета просто от светлого к темному, от более насыщенного к более меньшей концентрации, как, например, это часто бывает в небе. В этом случае у нас большие объемы заливки, и будет проще, если мы сначала смочим лист, для того, чтобы у нас не возникало полос между заливкой, и заливка получалась ровнее. Я набираю максимальную концентрацию цвета, которая я планирую иметь вверху, плюс всегда, когда мы работаем по смоченному листу, можно брать еще плюс 1 тон, потому что цвет растечется. Начинаю делать горизонтальные мазки. Обратите внимание, что я стараюсь по одному месту долго не возить. Уже на этом этапе у меня получилась градация. То есть первые пару мазков были довольно яркие, дальше у кисти заканчивалась насыщенность. Теперь я промываю кисть, протираю ее немного салфеткой, зацепляю какое-то количество цвета сверху и дальше продолжаю его тянуть. Таким образом у меня получается еще одна ступень такого перехода. В акварели очень важным навыком является не замучивать ее, не делать бесконечное количество хаотичных мазков. Тогда заливки будут получаться ровнее. Нам кажется, что чем больше мы сделаем вот этих касаний, тем ровнее нам удастся это сделать. На самом деле вода сама распределяет краску, и краска растекается по воде гораздо ровнее, чем если мы бесконечно туда начинаем залезать кисточкой. Теперь давайте посмотрим второй вариант. Когда у нас присутствует несколько цветов, то есть у нас, допустим, какое-нибудь там закатное небо. Точно так же я смачиваю нашу область, где у меня будет небо, наношу, сейчас уже не делая градацию, цвет синий. Дальше у меня идет переход в красный цвет. Обратите внимание, что если мы, допустим, из синего будем переходить в желтый цвет, большой риск получить зелень. Чтобы этого не было, старайтесь переходить, в данном случае, в небе через красный или через оранжевый. Как я перехожу? Я делаю отдельно мазок чистым цветом, а потом немножко поднимаюсь наверх, то есть немножко в обратную сторону действую. И так дальше ввожу каждый новый цвет. Чуть-чуть отступаю вперед и потом поднимаюсь наверх, делаю еще пару мазков для соединения двух заливок. Когда вы работаете с вот такими крупными заливками, еще удобно бывает наклонить лист в ту сторону, куда вам было бы удобнее, чтобы краска текла. Теперь давайте разберем вообще самый сложный вариант того, что мы можем сделать вот в такой вот заливке по мокрому, когда у нас не ровный переход цвета, а когда он такой хаотичный, так скажем, да, то есть у нас какое-то хаотичное распределение цветов и оттенков. В этом случае мы можем даже их между собой не сводить. То есть здесь есть такое понятие, как ставить цвета рядом. Мы делаем мазки. Вот я предполагаю, что у меня есть какой-то сиреневатый цвет. Делаю там, где мне нужно, мазки сиреневым цветом. Дальше беру, допустим, тот же розовый цвет. Делаю рядом несколько мазков, даже не соединяя их между собой. Они как-то стекутся, и все равно как-то, они могут немножко соединиться, а могут просто стоять рядом. Кстати, в этом случае можно, например, и синий, и желтый ставить рядом, и они не дадут вместе зелень.
если достаточно ловко поставить их, не перемешивая кисточкой. Если мы начнем лезть туда кистью, то уже у нас получится зелень в этом случае. Вот. Можно поставить их рядом, а можно с помощью пары, буквально пары касаний. Здесь не нужно, опять же, много тереть. Чем больше мы трем, тем больше разводим грязи на нашей работе. Так вот, с помощью буквально пары касаний мы можем соединить между собой два цвета, если нам нужен какой-то еще промежуточный переход. И еще это бывает важно сделать, когда вам нужны гладкие переходы, а акварель начинает вылезать как бы такими шерстинками. В этом случае мы делаем парочку мазков между двумя заливками. Удобно это делать плоской кистью. Она довольно хорошо делает вот эту стушевку двух кистей. В данном случае вот у меня плоская прямоугольная кисть в форме белки. Вот. И таким образом можно уже распределять заливку и корректировать ее, придавать ей ту форму, которую нам больше хочется. Мне здесь захотелось еще добавить несколько темных облаков, чтобы это больше было похоже на какое-то такое активное закатное небо. И вот еще один важный момент: когда вы заканчиваете работу, старайтесь, чтобы у вас нигде не оставались лужи, потому что если эти лужи оставить высыхать, у вас получатся такие кляксы, пятна, цветки. Если вы хотите, чтобы заливка была идеально ровная, то нужно стараться следить за этими лужами. Если они где-то образуются, сразу их быстренько собирать. Итак, мы с вами разобрали вариант, когда мы изначально смачиваем лист и работаем по мокрому. Но есть вариант, когда мы, например, лист не смачиваем, но нам нужно получить градацию цвета. В этом случае, если мы планируем делать переход цвета в одной заливке по сухому, нам нужно на краю заливки оставлять как бы каплю. То есть мы делаем несколько мазков, оставляем на краю заливки каплю, набираем следующий цвет и дальше зацепляем эту каплю, тогда у нас цвета между собой хорошо переходят. Этот эффект во многом зависит от бумаги, с которой вы работаете. Есть такая бумага, которая очень быстро впитывает краску и не дает возможности делать ровные заливки. У меня здесь бумага Малевич, 100% хлопок. На ней это делать довольно просто, то есть тут даже по-честному можно и каплю не оставлять, она довольно долго сохнет и дает возможность каждый следующий мазок подтягивать предыдущую заливку. Также мы можем вбивать один цвет в другой. Как это делать? Мы берем какой-нибудь там исходный цвет, но вот у меня будут здесь такие сиреневые дома, и я хочу, чтобы внутри этих сиреневых домов были еще какие-то оранжевые отцветы, пятна. Я набираю цвет для домов, потом в этот цвет с усилием, с нажимом ввожу оранжевый цвет. Это надо попробовать и почувствовать, как это работает. Опять же, иногда зависит от бумаги. Если бумага очень хорошо впитывает краску, она может не дать вытолкнуть цвет, то есть у нее цвет уже как бы погружается внутрь, и вы уже не можете его сместить в другую сторону. Ну вот я здесь набрала формочки домов, а потом просто начинаю вводить туда оранжеватый цвет и оттенок. И в целом это не так уж сложно, особенно вот эти желтые оранжевые цвета, они довольно сильно умеют выталкивать предыдущие цвета, которые были до этого. Зависит от свойства пигмента. Например, там цвета с сильными пигментами, их сложнее растолкать там, с сильными мелкими пигментами, такие как там изумрудный, голубой. У ультрамарина пигмент довольно крупный, поэтому он расталкивается неплохо. Можно даже сказать, довольно хорошо, пока он не осел, пока он еще влажный. Ну и последний момент, который мне хотелось бы показать, это мы движемся тут в обратную сторону немножко, как мы можем по сухому делать растяжку цветом по сухой бумаге. Например, это часто используется в горах для того, чтобы передать, что там есть туманность под горами. Мы можем сначала
провести линию ярким цветом, потом смочить кисть водой, и как бы каждый раз, как только кисть загрязняется, каждую полосочку мы начинаем все больше и больше смачивать эту кисть водой. И так повторяем в каждой горе. Наносим яркий цвет, потом смачиваем, промываем кисть водой. Единственное, что в этом случае нужно дожидаться, когда предыдущая заливка высохнет. Здесь я немножко тороплюсь, хочется побыстрее записать видео, поэтому, может быть, это не так чисто получается. Если прям четко дожидаться, когда каждый предыдущий слой высохнет, у вас получатся такие плавные переходы. Цвет очень хорошо растягивается. Меня иногда спрашивают, почему я не рисую акрилом или какими-то другими материалами, потому что очень сложно потом перестроиться, когда ты привык, что цвет так хорошо растягивается, перестроиться на то, что нужно прикладывать довольно много усилий. Например, если вы пробовали писать акрилом, вы можете себе представить, что нужно прикладывать немало усилий для того, чтобы получить растяжку цветом от более насыщенного к более светлому. И в кроющих красках, как правило, используется белила. В нашем случае в акварели мы используем просто свойства бумаги и просто осветляем цвет с помощью добавления большего количества воды и позволения ему течь дальше. Вот. Но потом, так как заливки у меня были сделаны по-мокрому, они немножко неаккуратными выглядят, можно добавить немножко мелких деталей. И в мелких деталях, кстати, тоже можно использовать не один цвет, а можно делать, например, переходы цвета. То есть в окошке может быть, несмотря на то, что оно такое маленькое, но там может быть, допустим, с одной стороны более темный цвет, с другой стороны можно, например, какой-нибудь оранжеватый ввести, или там в травке может быть где-то более насыщенный цвет, а, допустим, к краю можно вводить в эту же полосу более желтый цвет. И здесь, мне кажется, нет какого-то минимального порога, когда вы можете использовать вот это свойство акварели, перетекать из одного цвета в другой. И, пожалуйста, используйте это, потому что это делает работу интереснее, чем если бы мы использовали стабильные какие-то одинаковые цвета. В природе постоянно меняются цвета и оттенки, постоянно есть градация цвета от более светлого к более темному, от более теплого к более холодному. И это позволяет нам видеть объем, позволяет нам различать формы. Именно вот эта разница оттенков, она играет очень большую и значимую роль для восприятия. Ну а в завершении этого видео я хочу дать вам небольшое упражнение для тренировки насмотренности, чтобы вы посмотрели в этом видеоуроке, где какие приемы я использую для того, чтобы получить градацию цветов и оттенков. Детальный урок по этому пейзажу, еще много других уроков доступны на моем сайте, сервисах Boosty и Patreon. Подписывайтесь, если вам интересно. Также, если у вас есть возможность поддержать материально мой канал, это тоже приветствуется. Спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Пишите в комментариях, какие темы вам было бы еще интересно разобрать. До встречи в следующих видео. Пока!